Задача. Построить линию пересечения полусферы и конуса. В условии задачи дано две проекции. Горизонтальная, на ней изображена полусфера и конус. И фронтальная плоскость проекции, изображена полусфера и конус. Ну, давайте проанализируем и придумаем способ, с помощью которого удобнее всего было бы строить линию пересечения. Ну, у нас вообще два есть варианта. Метод секущих плоскостей и метод сфер. Дано у нас два вида. Значит, если мы будем рассекать секущими плоскостями здесь, будем рассекать нашу полусферу и конус, то будем получать здесь окружности. И эти окружности пересекаться здесь не будут. Почему? Потому что у нас здесь нет этой линии очевидной для пересечения конуса и полусферы. Поэтому необходимо построить профильную плоскость, на профильной плоскости проекции вид нашего конуса и полусферы. Значит, ну это будет что? Полусфера раз и конус. Я конус дострою для того, чтобы мы видели, какой он у нас получается. Здесь конус будет так выглядеть. И вот его будет еще одна линия. Вот такая получилась у нас профильная проекция. Обращаю ваше внимание, что надо провести обязательно оси. Они нам потом понадобятся для того, чтобы мы могли точки отсюда переносить сюда дальше. Вот уже на профильной проекции у нас линия пересечения уже мы можем построить с помощью метода секущих сфер. Значит, обращаю ваше внимание на один момент. Тут у вас может смущать то, что здесь у нас есть полусфера. Ну, мы ее можем достроить, да, вот посмотрите, получается здесь сфера. И здесь у нас мы можем пользоваться методом сфер в том случае, если у нас вот мы можем провести здесь сферы, которые будут пересекать одновременно и нашу полусферу, и конус. Вот как вы видите, вот такую одну мы уже можем построить. Это сфера максимального радиуса. Но прежде чем это строить, давайте сразу отметим точки, которые у нас уже точно есть, которые принадлежат линии сечения. Это вот это будет точка 1. И здесь будет точка пересечения 2. Две точки есть. Дальше, теперь построим непосредственно сферу. И построим ее радиусом немножечко меньше, чем вот та, которая у нас есть. Теперь построили. Теперь мы можем построить линию пересечения нашей полусферы с сферой, которую мы построили. Значит, эта линия пересечения будет вот эти, и вот она. Да, вот эта линия будет пересечения. Эта же сфера будет пересекать конус у нас тоже в двух точках. Вот эти две точки. И мы видим, что вот у нас получилась общая точка, которая принадлежит линии пересечения. Дальше таким же путем проведем еще несколько сфер, которые уже будут не такого радиуса, а чуть поменьше. Да? Ну вот, например, такого радиуса. Найдем линии пересечения. Вот эта линия пересечения. Раз. И линия пересечения с конусом. Это будет линия 2. Общая точка здесь пересечения будет. Вот она. Есть. Ну, собственно говоря, чем больше мы проведем точек, то тем точнее получим результат. Ну, давайте мы ограничимся. Еще одну проведем здесь. Вот такого радиуса сферу. Найдем здесь линию пересечения вспомогательной сферы с полусферой. И найдем линию пересечения с конусом. Ну и видите, точка у нас, она почти получается лежит на самой поверхности, да, поверхности конуса, практически там.
Ну, видимо, этого достаточно. Значит, эти линии построения я сейчас уберу. Ну, уберу это то, что я дополнительно строил. И оставлю только точки. Давайте сразу эти точки подпишем. Значит, это будет точка 1, точка проекция 3. Это будет 2 проекция 3, 3 проекция 3, 4 проекция 3 и 5 проекция 3. Вот у нас получилось 5 точек. Теперь соединим полученные точки. И здесь у нас будет кривая линия. Поэтому соединим ее так. Через центры проведем. Ну вот здесь и здесь. Вот так. Вот. Вот такая получилась линия. Теперь давайте сразу уже заодно подумаем на этой плоскости проекции, что мы будем видеть, а что будем не видеть. Значит, конус у нас, вот видите, находится внутри полусферы. Значит, вот этот кусочек мы его видеть не будем. Да, видеть не будем, изображая его пунктирной линией. Дальше, здесь этот кусочек аналогично, изображая пунктирной линией. Ну а здесь давайте подумаем, вот этот кусочек полусферы мы тоже видеть не будем. И я думаю, теперь хорошо видно, как проходит наша линия пересечения двух поверхностей вращения. Теперь осталось отсюда перейти на эти плоскости, которые у нас есть. Ну и давайте это мы с вами выполним. Будем по одной точке переносить. Начнем с точки 5. Значит, опускаем перпендикуляр. Вот так. Дальше под углом 45 градусов проводим линию до оси. И дальше горизонтальную линию связи. Провели. Теперь давайте подумаем. Эта точка и вообще все эти точки лежат на поверхности конуса. Какой тут именно радиус будет в этом случае поверхности конуса? Будет равен 30 мм. Значит, проведем окружность радиуса 30 мм. И посмотрим, где наша, вот видите, здесь точка 5 получается. Ну, получается она вот здесь, в этом месте. Ну, обратите внимание, что там, когда я измерял, был радиус там 29, еще немножечко, да? Поэтому тут немножечко такое расхождение есть. Точка 2 у нас есть. Аналогично построим точку 4. Для этого проведем линию связи вертикально вниз. Под углом 45 градусов к оси проведем. Это будет вот так. Дальше проведем линию горизонтальную. И далее измерим радиус, на котором эта точка будет находиться. Ну, смотрите, чтобы точно его измерить, давайте-ка мы его вот проведем вот таким вот образом. Вот так, чтобы мы его могли точно измерить. И мерить мы должны от оси конуса до его образующей. У нас это 28 миллиметров. Строим окружность радиусом 28 миллиметров. И теперь смотрим. Ну, посмотреть сложно, да? Да давайте мы тогда лишнее что удалим. Первоначальную, что мы строили для точки 3. Вот она нам уже не нужна. И посмотрите, точка 4 оказалась у нас в двух местах. Давайте сразу обозначим, чтобы мы не путались. Это 4 проекция 2,
это 4 проекция 2, ну и это 3 проекция 2. Вот у нас такие получились точки. Я тоже это удалю, чтобы нам это все не мешало. И давайте дальше рассмотрим. Так. Ну, первая эта точка была 5, да, я обозначил 3, да, эту точку. Это не 3, а 5. 5 проекция 2. Дальше, следующая точка. Ну, вот следующая у нас будет 3. Опять же, проводим линию связи. Дальше проводим линию связи здесь. Под углом 45 градусов. Проводим горизонтально линию связи. Дальше измеряем. Ну, для начала мы проведем вот так и померим радиус. Вот он. Это радиус 25 миллиметров. Проводим окружность радиусом 25 миллиметров и находим положение точки 3. Одна и вторая. Подписываем. Три проекция 2, 3 проекция 2. Так, и лишнее убираем. Так, следующая, ну еще у нас осталась точка 2. Все точно так же делаем. Мы опускаем линию связи вниз, строим под углом 45 градусов. Строим горизонтальную линию связи. Дальше мы строим радиус. Радиус это будет, вот он у нас. Измеряем этот радиус. Это будет отсюда и до сюда. 20 миллиметров. Значит, строим это здесь 20 миллиметров. И находим положение точек 2. Здесь и здесь. Подписываем. Это положение точки 2 проекция 2, 2 проекция 2. Есть. Так, стоп, извините. Так, вот мы строим. Вот наша линия, да? Чуть мы ее не удалили. Требует это внимательности. Вот так. И вот так. Ну и, соответственно, обозначение чуть повыше. Вот, теперь удаляем. Линию связи удаляем. И осталось нам сделать последнее. Построить положение точки 1. Опять же, линию вертикально, линию под углом 45 градусов. Линию горизонтально. И измеряем радиус. Радиус будет вот этот. Ну, у нас здесь 19, да, получается. Проводим окружность радиусом 19. Так, видите, значит, проверим еще раз. Она по логике вещей должна оказаться у нас где? На этой окружности. Так, 135. Тут должно быть. Так, ну видите, немножко мы здесь ошиблись.
Так, и радиус у нас здесь получается, ну вот, 19 миллиметров, да, то, что и требовалось. И отмечаем здесь положение точки 1. Подписываем точку. Это будет точка 1, проекция 2. Все, вот эти линии, которые мы делали для построения, можем убрать. Теперь осталось нам что? Соединить эти полученные точки. То у нас мы строили красным, и так его построим. Будет это кривая линия. И давайте подумаем, как она у нас идет. 1, 2, 3, 4, 5 и возвращается с обратной стороны точно так же. Так и построим. 1, 2, 3, 4, 5, опять 4, 3, 2, 1. Построили. Вот такая получилась у нас линия пересечения на горизонтальной плоскости проекции. Ну, давайте сразу тут подумаем, надо ли здесь что-то у нас делать невидимым, как мы делали на профильной плоскости проекции. На мой взгляд, что не нужно, поскольку мы что имеем здесь линию, ну, я имею в виду полусферу. Полусфера видна целиком. А вот здесь сам конус, мы видим вот его верхушку, которая выше линии пересечения. Вот видно верхушку. А все, что ниже, то что у нас должно быть пунктирной линией. Так мы его и построим. Вот все. И теперь осталось построить соответственные точки здесь на фронтальной плоскости проекции. Построить и, соответственно, эти точки потом посоединять и определить видимость. Значит, ну давайте построим. Значит, мы построим ее красной, тонкой красной линией. Линии построения. Начнем с точки 1. С точки 1 проводим линию горизонтальную. И здесь точка 1 у нас вот здесь лежит на оси. Поэтому мы сразу можем здесь построить саму точку. Дальше точка 2. Вот так. И построим точку 2 отсюда. Так. И так. Вверх. Противоположной стороны построим тоже под углом 90 градусов. Так, ну и отметим. Значит, у нас вот тут получается точка. И вторая, она должна то же самое быть вот тут, да? Так, не виноват, не тут, а немножко ниже. Вот здесь. Ну и вот это должна она оказаться вот здесь, да, чуть-чуть. Видите, вот эти расстояния, они должны вообще-то оказаться у нас что, одинаковыми, да, одинаковыми. Так, убираем лишнее, те, что мы использовали, и подпишем эти точки, пока мы не забыли, как они называются. Значит, это первая точка 1, проекция 2. Это точка 1, это точка 2. 2, проекция 2. И здесь то же самое, 2, проекция 2. Так, есть. Теперь точку 3 давайте построим. Точка 3 лежит вот в этом месте. Проводим линию связи так. И проводим линию связи. Линия связи вертикально. Раз. И 2. Провели. Отмечаем положение точки 3.
Вот она одна, и вот вторая. Так, это можем убрать. Все. Дальше строим положение точки 4. Так, 4. И с горизонтальной плоскости проекции. 4. Раз. И 4, 2. Так. 90 градусов должен быть. Нет. Так. Отмечаем положение точки 4. Раз. 2. Подписываем. Точка 3, проекция 2. 3, проекция 2. 4, проекция 2. И 4, проекция 2. Так, и последняя, 5. Тоже проводим линию связи. Горизонтально. Ну, а вертикально, видите, она у нас на оси лежит. То она у нас вот здесь получается. Вот в этом месте. 1. Подписываем. 5, проекция 2. Это лишнее, то, что нам не нужно для построения, мы использовали. Удалим. Так. И теперь осталось нам эти точки соединить. Но давайте подумаем. Значит, что мы будем видеть? Мы будем от точки 3 до точки 3, 4, 5 и до 3 мы будем точно видеть. Да? Точно видеть. Значит, мы изображаем это кривой линией, но сплошной. От точки 3, 4, 5, 4, 3. Вот так. Это сплошная. И дальше, вот там, за точкой 3, ну вообще, строго говоря, вот эта точечка, которая здесь находится на оси. Да, она становится невидимой, и дальше все невидимое. То есть 3, 2, 1. Это будет невидимое. Значит, мы это изобразим тоже отрезком. Так, я поправлю здесь. Сейчас. Так, вот это. Но вот эту линию мы должны сделать пунктирной. Так, и нам надо здесь чуть-чуть поправить. Вот так вот. Вот. И вот что у нас получилось. Теперь давайте подумаем, а что мы тут будем видеть, а что не видеть. Ну, наверное, логично, как вот здесь на виде профильном. Точка 3 у нас лежит на поверхности, и она лежит, да, здесь посмотрим. Ну да, видите, мы немножко, может быть, неудачно взяли. Хорошо было бы, если бы эта точка лежала прямо здесь на оси. Тогда бы здесь вопросов никаких не возникало. Но у нас точно так же мы будем что здесь видеть, что будем не видеть. Вот смотрите, глянем сюда на этот профильный вид и видим, что мы конус не видим, да? То есть у нас получается, что вот этот отрезочек должен быть с этого места и до конца пунктиром, и он же с противоположной стороны. Тоже не видим. И давайте его изобразим
пунктирным. Вот отсюда и далее. Ну, он должен быть у нас так не хочет, да, точно попасть. Да, должно показывать продолжение 108 градусов. Вот так, да. Вот здесь. И этот кусочек здесь. Тоже 100, да, здесь он не 108, а здесь он будет вот этот размер, 71. 71. Вот так мы будем видеть. Ну и, соответственно, сразу здесь понятно, что вот этот кусочек мы тоже видеть не будем. Я имею в виду полусферы. Значит, его необходимо здесь вот так заменить на пунктирный кусочек. Вот так заменили. Ну, остальное все будет видимо. Итак, все, что необходимо, мы с вами выполнили. Обратите внимание, что мы использовали здесь метод секущих сфер. Метод секущих сфер. Задача решена.